Всем привет! Сегодня мы будем шить коврик для вигвама. Вначале хочу сказать, какие можно сделать коврики, и потом уже перейдем непосредственно к пошиву. Самый популярный коврик — это, конечно же, бомбон коврик для вигвама. Как его сделать? Я показывала в одном из своих видео, как шить одеяло бомбон. Коврик шьется таким же образом. Отличием будет от одеяла лишь то, что на углах будут завязки, которые будут привязываться к палкам. Все ссылки на нужные видео я оставлю в описании под видео, и также еще вверху будут подсказки. Следующий коврик популярный и, в принципе, простой — это коврик наподобие обычного стеганого одеяла. У меня также есть несколько видео по пошиву таких одеялок. Также они будут отличаться от коврика лишь тем, что на углах будут завязки для палок. Вы можете делать, допустим, коврик одеяла на синтепоне, допустим, с двух сторон плюш, либо с двух сторон хлопок, либо с одной стороны хлопок, с другой плюш. Также можно сделать лоскутное одеяло с одной либо с двух сторон. Тут на ваше усмотрение. Все возможные ссылки будут также в описании под видео. Я буду шить коврик похожий на бомбон, но только намного проще. Также можно сшить наподобие такого коврика и одеяло. Итак, у нас вигвам мы шили, ссылка на него тоже будет в описании, размером с основанием 110 на 110 сантиметров. Следовательно, коврик нам нужен такого же размера. Коврик я буду набивать холофайбером, поэтому к общему размеру мы должны прибавить по всем сторонам не только припуск, но и на набивку холофайбером. Чем сильнее вы хотите, чтобы был набит коврик, тем больше надо будет прибавлять к каждой стороне. Если хотите средний набитый, вот я буду делать средний набитый, то прибавляем к каждой стороне примерно по 8 сантиметров. Это уже с припусками. Так как мы когда набьем, вот эта вот ширина будет, и если мы не добавим к каждой стороне дополнительное расстояние, тогда у нас просто коврик получится меньшего размера. Итак, коврик у нас 110 сантиметров. К каждой стороне я буду прибавлять по 8 сантиметров. Итого получается 126 сантиметров. И таких квадратов нам нужно будет вырезать 2 штуки. Одну сторону буду я делать лоскутную, одна у меня будет просто ткань. Чтобы было проще, можете обе стороны сделать просто из ткани. Я буду делать, получается, на 6 квадратов, чтобы здесь было 6 и тут 6. Сначала разлинеиваем пополам. И потом уже вот эти вот половинки делим на 3 равные части. У меня они будут получаться по 21 сантиметр. То есть квадратики у нас будет 21 на 21. Далее мы опять же расчерчиваем квадратики. То есть у меня получается 6 на 6 квадратов. Также у нас будут вот здесь завязки. Завязки вы можете пристрочить в конце, настрочить уже на уголки, либо, чтобы было аккуратнее, вначале их пристрочить между слоями. Я это далее покажу. Также можно сделать вот такими петлями, либо можно оставить концы и уже подвязывать так. Но мне кажется, лучше такими петельками, чтобы от палок не торчали концы. И все, можно переходить к пошиву. И для начала ткани вырезаем 2 квадрата 126 на 126 сантиметров. Так как я одну сторону буду делать лоскутную, я буду вырезать квадратики с припусками. То есть припуск я прибавлю по сантиметру, то есть у меня будут квадратики 23 на 23 сантиметра. Вот эти вот лоскутные. Детали я уже подготовила. Один квадрат вырезала 126 на 126, и вторую часть, как я говорила, буду делать лоскутную, и поэтому вырезала необходимое количество квадратиков. Если вы тоже хотите сделать одну сторону лоскутной, и вам не совсем понятно в этом видео, тогда я оставлю ссылку в описании на мастер-класс, где я шила лоскутное одеяло, и там я подробнее рассказывала про схемы и как шить в такой технике. И теперь я буду сшивать квадратики. И потом, когда сделаю все полотном
из квадратиков. Наложу сверху лицом к лицу это и проверю по размерам. Если будет что-то лишнее по краям, тогда срежу. Итак, буду сшивать квадратики, исходя из схемы, которую нарисовала. В видео про лоскутное одеяло там я рассказывала об этом. И исходя из этой схемы буду соединять в порядке квадратики сначала полосами, а потом полосы буду между собой сшивать. Буду прострачивать на ширину припуска, то есть на сантиметр. Я добавляла сантиметр. Такая полосочка получается. Далее делаем точно так же полосочки и потом их соединяем. После того, как мы прострочили все полосочки, швы мы либо разутюживаем все вот таким образом, либо, допустим, в одной полоске мы швы заутюживаем в одну сторону, примерно эту сторону, в этой полоске уже в обратную сторону, чтобы вот здесь вот не создавалось дополнительного утолщения. И складываем лицом к лицу, так, чтобы вот этот шов наш был шов ко шву. И вот таким вот образом скалываем все швы наши вот так и прострачиваем. Таким же образом все остальные полоски пристрачиваем. И теперь нам нужно сделать завязки. Завязки я сделаю вот такие вот тоненькие полосы. Завязок нам нужно будет 4 штуки. Можно сделать петельками вот так вот, и сюда уже будет вставляться палка. Либо можно вшить вот так вот и сделать завязку и уже самим потом привязывать палки. Если будете делать, чтобы концы были открыты, тогда лучше сделать подлиннее. Вот у меня тут 34 сантиметра полосочка. Я буду делать все-таки петельками, мне так больше нравится. Поэтому я померила обхват палки, это у меня 8 сантиметров, и прибавила еще сантиметра 4, ну можно 5 сантиметров прибавить. Вот у меня 12 сантиметров получилось. Такие мы делаем 4 петельки. Сейчас покажу, как их сделать. Берем полосочку. Полоска у меня шириной 5 сантиметров. Длину берете, можно сразу, как, допустим, для этих взять уже на 2 или на 3, либо сразу на 4 и сделать такую полосочку. Либо можно вообще использовать в качестве завязок репсовые ленточки, либо какие-то веревки. Так, складываем пополам и проглаживаем. Далее мы края загибаем к середине и также проглаживаем аккуратно. Далее опять пополам приглаживаем, чтобы было ровно. И вот здесь мы прострачиваем по краю. И все. На этом завязочка готова. Также, если вы будете делать вот такие длинные завязки и потом завязывать на палке, то лучше края обработать зигзагом. Теперь можно сшивать непосредственно наш коврик.
Для этого мы берем дальше 2 квадрата, складываем их лицом к лицу, скалываем по периметру и проверяем, чтобы сильно ничего лишнего не торчало. Если что, подравниваем, подрезаем. И там, где у нас низ, вот низ, я сразу на изнаночную сторону, вот у нас мы лицом к лицу сложили и скололи, и чтобы потом не оставлять здесь место, чтобы подогнуть, поэтому лучше это сразу сделать. Вот так вот получается. И теперь по 3 сторонам, вот по этим, мы прострачиваем на ширину припуска, то есть на сантиметр. Перед этим мы сейчас приколем в уголки завязки, либо, как хотите, можете потом уже на готовое изделие настрочить. Мне кажется, аккуратнее будет, когда концы внутри спрятаны. Низ мы пока не застрачиваем. Берем наши завязочки. Вот наш один из углов. Берем завязочки, можно сложить вот так вот петелькой. Главное, проверьте, что палка заходила. Либо вот так вот можно. Я приколю вот таким образом, чтобы так вот как бы уголок был. Можно сейчас сразу приколоть, можно, допустим, приколоть, пришивать сразу, прикладывать и пришивать. Главное про них не забыть. Вот. И прострачиваем по 3 сторонам. Завязки мы прострачиваем несколько раз. Вынимаем все булавочки. Верхние уголки аккуратненько подрезаем. Только аккуратно, чтобы не повредить наши завязки. Только 2 верхних уголка. Вот так вот. Пару миллиметров от строчки. И теперь аккуратно выворачиваем на лицевую сторону. Расправляем наши верхние уголки и проглаживаем хорошенько все швы, верхние, боковые, утюгом. После того, как прогладили, нужно на ткани с одной стороны любой расчертить квадратики. У меня они 21 на 21 сантиметр. Чтобы было ровнее, на всякий случай сначала разделите напополам полотно, потом уже измерьте половину и разделите ее на 3, чтобы было уже точно ровно. Я не буду разлинеивать, потому что я делала лоскутные, одну лоскутную сторону, и по вот этим швам я как раз и буду строчить. Сначала мы, после того, как мы разлинеили, мы прострачиваем вертикальные все швы до самого конца. Таким образом все наши вертикальные полосы. После того, как мы прострочили наши горизонтальные линии, вот они вот так вот идут, мы набиваем вот эту вот часть верхнюю холофайбером, то есть через каждую вот эту вот, каждую полоску засовываем. И потом прострачиваем
Вот, мы сейчас прострочили вот эти вот все линии. Теперь наполняем вот эту вот первую ячейки, так сказать, холофайбером и делаем строчку. Потом мы наполняем следующий ряд, также потом прострачиваем. И так до конца. Наполняем, прострачиваем, наполняем, прострачиваем. Я буду использовать вот такой холофайбер в виде шариков. Такой наполнитель я больше люблю, потому что он хорошо восстанавливает форму и можно потом стирать в стиральной машинке. Количество наполнителя вы регулируете сами. Если хотите, чтобы было поплотнее, тогда больше наполнителя. Если хотите, чтобы более рыхло, то поменьше. Набиваем здесь уголки в каждом квадратике и хорошенько распределяем наполнитель. И чуть-чуть его вот так вот отодвигаем, чтобы потом была возможность его здесь проложить строчку. Можно даже заколоть булавкой. Так наполняем все наши вот эти квадратики. Вот такие вот ячеечки должны получиться, квадратики пушистые. И продолжаем так до самого конца. И теперь нам нужно застрочить вот этот вот нижний край. Застрачиваем его близко к краю, где-то пару миллиметров. Вот такой в итоге у нас получился коврик с петлями. С обратной стороны тоже такой же пушистый и набитый. Еще хотела сказать, чтобы контролировать размер коврика, когда вы сделаете первый ряд и набьете, зашьете, то вы померите от одного края до другого. Если у вас 110 при не натянутом состоянии, тогда нормально. Если у вас, например, чуть больше, тогда размер коврика, тогда немного добавьте наполнителя. И если, например, получился коврик чуть-чуть меньше размера, тогда наполнителя нужно убрать. Наполнителя у меня ушло на коврик 800 грамм. И расход ткани, если шить обычно с двух сторон просто ткань, без так вот лоскутного шитья, тогда уйдет 2,6 метра ткани при ширине 150. И можно коврик укладывать в наш вигвам. Вот такой коврик у нас в итоге получился. Мягкий, пушистый и ничем не уступает бомбон-одеялу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!